Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я вам расскажу о том, как в домашних условиях быстро снимать сильное головокружение, которое называется ДП-ПГ. Сразу скажу, что не все виды головокружений это ДП-ПГ. Бывают еще другие виды головокружения, как правило, менее сильные. Я их называю хронические, и о них я еще расскажу во второй части программы. Но вот как раз ДП-ПГ – одно из самых сильных и неприятных видов головокружения. Оно часто возникает совершенно неожиданно, как удар. Причем этот вид головокружения в первый раз нередко случается среди ночи или утром сразу после сна. Человек просыпается в постели, а у него такое состояние, которое называется вертолет. Вокруг все кружится, и человеку кажется, что он сейчас упадет. Хотя падать некуда, поскольку человек и так находится в постели. Но многие люди все равно машинально в этой ситуации хватаются руками за постель. Такое головокружение чаще всего резко усиливается, если повернуть голову в какую-то сторону, например, вправо или влево, или при наклоне головы. Во многих случаях все это нередко сопровождается потерей равновесия, тошнотой, иногда человек может даже вырвать. И очень часто присоединяется шум или звон в ушах. В общем, почти всегда такое головокружение бывает настолько неожиданным, настолько пугающим, что повергает человека в шок. Человек сразу начинает думать, что это, возможно, сосуд лопнул в голове или инсульт. Да, в общем, все что угодно можно в такой ситуации подумать. Но хотя иногда, редко, такое действительно может быть и при инсульте, однако чаще всего, в 95% случаев, это состояние хоть и неприятное, но оно легко поддается лечению. Это позиционное головокружение. Если упрощенно, в сложных структурах внутреннего уха не туда попал маленький кристаллик – отолит. Из-за этого кристаллика такие позиционные головокружения могут продолжаться очень долго, без должного лечения, порою от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие головокружения обычно в какой-то момент становятся слабее и порою даже почти проходят. Но потом они могут появляться вновь. И что же со всем этим делать? Естественно, когда такой пугающий приступ случается впервые, многие люди в этой ситуации вызывают скорую. И им делают МРТ-томограмму мозга, чтобы исключить инсульт. И, в общем-то, это правильно. Если на МРТ головного мозга все хорошо и ничего кризисного там нет, то мы очень легко и просто устраним это ДП-ПГ головокружение с помощью специального приема. Можно использовать широко известный прием Эпли или маневр Эпли. Но мне прием Эпли по некоторым моментам не очень нравится. Многие люди его плохо переносят. Мне больше нравится упражнение Брандт-Дарфа. Оно и простое, и эффективное. Его можно выполнять и самостоятельно, однако лучше, если в первый раз кто-то будет вам помогать. Просто контролировать выполнение упражнения. Дорогие друзья, прежде чем делать это упражнение, конечно, хорошо бы пройти все необходимые обследования, о которых мы расскажем в конце программы. Но мы понимаем, что не у всех есть такая возможность, поэтому давайте начнем. Итак, исходное положение сидя, смотрим прямо перед собой. Из этого исходного положения ложимся на один бок, на правый или на левый. Ноги согнуты, голову поворачиваем под углом 45 градусов, примерно 45 градусов к потолку. Ничего не делаем, просто лежим в этом положении 30 секунд. При этом у вас может кружиться голова, поначалу может даже тошнить. Не пугайтесь, это нормальная реакция. 30 секунд, потом садимся в исходное положение. Смотрим прямо перед собой и просто сидим те же самые 30 секунд. И в этом положении тоже может усилиться головокружение. Это нормально. — 30 секунд. Затем нужно лечь на другой бок и повернуть голову примерно под углом 45 градусов. Ноги согнуты, руки лежат так, как показывает Лана. И просто лежим снова 30 секунд. Не обращаем внимания на головокружение, это нормально. Теперь возвращаемся в исходное положение. Сидя, смотрим перед собой 30 секунд. Это был один раз. Всего нужно выполнить это упражнение таким образом в сумме 5 раз за один сеанс.
Давайте, чтобы закрепить, сделаем еще один раз. Итак, из положения сидя ложимся на один бок. Голову поворачиваем к потолку под углом примерно 45 градусов. И лежим в этом положении около 30 секунд. Теперь возвращаемся в исходное положение, то есть сидя смотрим прямо перед собой. И сидим таким образом 30 секунд. Теперь ложимся на другой бок, поворачиваем голову к потолку под углом 45 градусов и тоже лежим в этом положении примерно 30 секунд. И возвращаемся в исходное положение. Сидя, смотрим перед собой 30 секунд. И это был второй раз. Напомню, за один сеанс нужно выполнить упражнение 5 раз. Как часто повторять такие сеансы? Минимум 1 сеанс в день, ежедневно. Но в первые дни, пока головокружение не уменьшится, лучше делать даже чаще, 3 раза в день, утром, днем и вечером. Имейте в виду, первые разы от выполнения упражнения вас может тошнить и может появиться дурнота. И головокружение тоже может быть весьма ощутимым. Именно поэтому в первые дни нужна помощь друга. Потом с каждым разом должно становиться все легче и легче. И вы сможете спокойно делать это упражнение самостоятельно. Сколько дней делать? До выздоровления, то есть до исчезновения головокружения. И хорошо бы еще 2-3 дня сверху. И, конечно, если через какое-то время головокружение вернется, просто повторите выполнение этого упражнения. Теперь один крайне важный момент. Можно значительно усилить и ускорить лечение, если параллельно с этим упражнением делать наши упражнения для шеи. 1 раз в день, но ежедневно. Иногда без упражнений для шеи головокружения вообще очень плохо поддаются лечению, так что делать их желательно, они помогают очень многим людям. Ссылка на необходимые упражнения для шеи дана под роликом. Переходите в комментарии под видео, и там вверху мой закрепленный комментарий с полезными ссылками. Или просто наберите в поисковике «Доктор Евдокименко. Упражнения для шеи». Теперь скажу о нечастом, но возможном неприятном моменте. Предположим, вы несколько дней делали упражнения Бранта-Даррофа и наше упражнение для шеи, а головокружение не проходит. Такое иногда бывает. Что делать в этом случае? Первое. Если вы ежедневно, постоянно принимаете какие-то лекарства, проверьте аннотации к этим препаратам. Потому что очень многие лекарства, например, от повышенного холестерина или от повышенного давления, да и многие другие препараты при постоянном приеме вызывают такой неприятный побочный эффект, как головокружение. И если головокружение вызвано именно побочным действием этих препаратов, то да, эти лекарства придется менять на какие-то другие, которые не имеют таких побочных эффектов. Второй совет довольно неожиданный. Можно попробовать 3 дня попринимать какой-то антигистаминный противоаллергический препарат. Например, если бы дело касалось меня, я бы попробовал принять фенкарол или, скажем, препарат, но я их называю препараты старой гвардии, что-то вроде супрастина. Как ни странно, и это неожиданно, но иногда прием антигистаминных препаратов за 2-3 дня убирает некоторые виды головокружения. Иногда приступы головокружения связаны с недостаточной работой вестибулярного аппарата. Что можно сделать в этом случае? Можно попробовать укрепить этот аппарат с помощью такого упражнения, которое называется «Снежинка глазами». Это упражнение есть у нас на канале. Когда вы начнете делать это упражнение, то сначала почти гарантированно головокружение может усилиться. Но потом при регулярном выполнении, как ни странно, может стать легче. Если последовательно применить все эти методы, то в сумме в 95% случаев головокружение проходит.
Да что там говорить, оно чаще всего проходит уже в первые же дни, когда вы только начинаете делать упражнения Бранта-Дарфа и наше упражнение для шеи. Однако, если очень быстро не наступило нужного улучшения, то есть если за 2, 3, максимум 4 недели вы от головокружения не избавились, вот тогда, к сожалению, дело сложнее. Тогда уже нужно полноценно обследоваться. Какие обследования нам понадобятся? Но про МРТ головы мы уже сказали. Сейчас будем перечислять, что еще нужно делать. Нужно сделать анализы крови, в первую очередь проверить гемоглобин, уточнить, нет ли анемии. Нужно проверить, не падает ли сахар в крови, потому что при анемии и при падении сахара в крови головокружения бывают достаточно часто. Нужно сделать ЭКГ и Холтер для исключения сердечной патологии. Нужно сделать дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи для исключения бляшек и сужения кровеносных сосудов. Друзья, то есть вообще это еще не полный список исследований. Исследований может потребоваться много, и полный список их я дам под роликом, чтобы вы могли его изучить. Но это в том случае, если вам не помогло наше лечение. И, наверное, вы уже поняли, что нужно посетить лор-врача, потому что головокружения могут быть связаны с проблемами среднего или внутреннего уха. В завершение хотел бы сказать о том, во что многие люди до сих пор слабо верят. Тем не менее, это факт. В основе многих болезненных состояний, и головокружение здесь не исключение, могут лежать психосоматические причины. В книге «Причина твоей болезни» я рассказал о том, что на уровне психосоматики к головокружению могут приводить информационные перегрузки, проблемы выбора, какие-то внутренние страхи, распыление своих мыслей и сил сразу на несколько разных дел. Конечно, это упрощенно. Если поподробнее, под роликом дана ссылка на страничку на моем сайте, где выложена глава по этой теме. Когда у вас будет время, вы можете ее почитать. Еще под роликом будут ссылки на наши соцсети, где можно почитать мои статьи по самым разным актуальным темам. И ссылки на магазины, где можно купить наши книги как в бумажном, так и в электронном виде. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами, пожалуйста, напишите в комментариях, каких результатов вам удалось добиться. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.